Привет, друзья! Приветствую всех, кто сегодня зашел на мой канал. Сегодня очередной интересный очень расклад. Он будет общим по просьбе одного из подписчиков, одного из зрителей. Что ожидает Михаила Саакашвили? Это очень известная фигура, известная личность. Человек, великий реформатор, который изменил полностью судьбу Грузии, и вместе с этим вот попал в такую сложную ситуацию, в которой он сейчас находится. Узник, так сказать. Поэтому давайте просмотрим в общем раскладе, что ожидает этого человека в будущем. Какова его судьба и что будет происходить с ним. Итак, что ожидает Михаила Саакашвили в ближайшем будущем, вообще в будущем в целом? Очень неприятная ситуация, и я так хочу сказать, действительно, возможностей выхода из этой ситуации все меньше и меньше. Он очень сильно беспокоится о своем здоровье, о той обстановке, которая окружает его, и о тех людях, которые его окружают. Окружают его действительно в прямом смысле гиены, которые так и ждут момента разорвать его. И вот он попал в капкан. Действительно, это узник, это жертва, которая находится сейчас в капкане у тех людей, которые заинтересованы избавиться от него в прямом смысле этого слова, вот просто стереть его с лица земли. Как он себя чувствует сейчас? Давайте оценим состояние его здоровья. Здоровье действительно очень сильно пошатнулось, и он действительно в плохом состоянии и чувствует свою беспомощность в том плане, что даже не позволяют действительно даже общепринятые законы и мировые законы на его стороне, но тем не менее вот обстоятельства не позволяют ему выйти из этого капкана, избавиться от этих обстоятельств. Но вместе с этим, что я хочу тут отметить, человек действительно настолько сильный духом, он не сдается и не сдастся. Даже если он будет чувствовать, что силы вот полностью покинули его физическое тело, и для борьбы вообще не остается никаких больше возможностей. Он будет бороться до конца, до последнего победного конца. Будет применять всевозможные усилия, будет обращаться, возможно, к каким-то источникам, людям, которые могут повлиять на эту историю. Давайте посмотрим дальше. В чьих руках он находится? Кто за этим, за всем стоит? Человек, который хочет полностью его уничтожить, он действительно является сильным конкурентом не только в своей стране, но и в целом для многих людей. Потому что человек знающий, человек, который имеет возможность улучшить положение, жизнь в стране. Он знает, как нужно все так устроить, чтобы исправить полностью обстановку в стране, в любой стране, я вам так хочу сказать. Здесь действительно человек великий, и такие люди рождаются, но очень редко. Тут действительно не коррупционный человек. Возможно, даже его можно сравнить с какими-то вот мировыми лидерами, фигурами, которые были да, из прошлого, но вот есть человек, который действительно испытывает его неприязнь. Это личный враг.
личный соперник. И задание такое — избавиться полностью от этого человека даже на физическом плане, что он действительно является помехой, вот как соринкой в глазу, которая мешает всему остальному обществу, в кавычках, власти добиваться своих целей. Давайте посмотрим, что будет происходить на суде. Потому как я, насколько вот изучила в ближайшее время эту историю, суды постоянно переносятся, какие-то всегда обстоятельства складываются не в его пользу. Естественно, это делается все намеренно. Вот мы посмотрим, что будет происходить на суде в будущем с Михаилом Саакашвили. Естественно, все будет транслироваться так, как будто, ну, все идет естественным путем. Никто ничего не сфабриковывает, никто ничему не препятствует. Но на самом деле я хочу сказать, что действительно огромные препятствия есть. Тут не то, чтобы палки в колеса вставляют, а просто намеренно участвуют вот в этой кампании, чтобы повлиять на суд. Суд, естественно, является несправедливым. Он куплены, да, вот если прям простым таким языком говорить. Но я хочу так сказать, тут появится для него шанс. Тут будет шанс, возможно, в ближайшем будущем тут развитие этих событий пойдет быстрее. То есть ситуация сдвинется с мертвой точки. Перевезут ли Михаила Саакашвили для лечения в другую страну? Давайте вот такой вопрос посмотрим. Будет ли такое? Да, действительно, люди будут работать над этим вопросом, чтобы человек мог исправить свое здоровье, хотя бы, по крайней мере, выйти на такую вот, знаете, дорогу, чтобы просто поправить его хотя бы. Не то, чтобы вот вылечиться, но хотя бы поправить вот свое здоровье в связи с тем, что с ним произошло. Тут действительно в прямом смысле травля человека. И на физическом плане, и в психологическом плане. Просто уничтожение человека происходит. И что самое интересное, все над этим наблюдают, над этой ситуацией. И абсолютно никто ничего не делает. Это касается и народа Грузии, и в целом вот тех людей, с которыми он коннектил, да, до этого момента, как попал вот в эту ловушку. Но тем не менее я хочу сказать, что правосудие, да, оно будет все-таки на его стороне. Я вот это чувствую. Даже если суд пройдет и его признают там виновным в непонятно каких-то делах, которые ему там сфабриковали, да, и красиво прилепили к делу. Но тем не менее, я вижу, что справедливость будет на его стороне. Все-таки он добьется своих целей, его услышат, может быть, кто-то примет непосредственно участие в этом деле, кто-то своим словом попытается исправить эту ситуацию, да, скажем так, вмешается в этот процесс, и все пойдет совершенно по-другому. Но это уже будет, знаете, самая такая последняя капелька. Вот 100% я это могу вам сказать.
Да, определенно. Вообще человек стоит под защитой высших сил. Этот человек не просто так послан на нашу землю и для определенных народов, я так хочу сказать. Этот человек действительно может внести очень сильно значительный вклад в перемены ни одной страны. Тут действительно человек с мозгами, с головой. У него просто, можно сказать, вот талант к этому, ко всему, да, что не скажешь, вот тут действительно талантливый политик. Это действительно политик. Это не какой-то мальчик, попавший, да, вот в эту область, и он действительно очень образован, он действительно видит по-своему структуру вот всего политического мира, и он действительно пользуется своими инструментами на благо людям и в особенности своей стране. Давайте посмотрим, получит ли он поддержку от своего народа. Получит ли Михаил Саакашвили поддержку от своего народа? Ну вот посмотрите, я могу сказать, что народ действительно просто, можно сказать, его подставил, предал. Вот давайте называть вещи своими именами, да, может быть, кому-то это действительно не понравится, но это факт, я говорю, всегда повторяю, то, что вижу. Подбирать слова я никогда не пытаюсь, то есть вот какая информация мне идет, вот ту информацию я и транслирую. Действительно, здесь народ предатель. Возможно, это не в большей своей массе, но тем не менее, просто, можно сказать, такое халатное отношение к этой ситуации. И знаете, когда жили хорошо, все было нормально, все всех устраивало. И он был великим, и самым лучшим для своей страны. Но как только, как говорится, предоставилась возможность предать, его предали. И тут я честно вам скажу, что маленький процент того, что его поддержит его народ. Вот именно я сейчас говорю о каких-то протестах, да, которые могут случиться. Ну, как обычно, да, это бывает, когда люди пытаются повлиять на мнение вот своим авторитетом, своей массой, да, вот массовыми протестами на нынешнюю власть. Но этого, к сожалению, не случится. Этого уже не случилось, и в будущем, опять же, я вижу вот эту же картину. Как выберется из этого капкана Михаил Саакашвили? Давайте смотреть. Вот здесь, кстати, карты. Я вам хочу обратить внимание из этого расклада. Очень за редким исключением у меня такое в раскладах бывает, когда карты сами вылетают. Потому что я колоду мешаю всегда, ну, по-особенному. И не люблю, когда вот есть люди, которые вот прямо намеренно, да, вот перемешивают колоду так, чтобы карты сами выпадали. Я этого не люблю, потому как я сама вытаскиваю с помощью своей энергии рук нужную информацию. Человек очень сильный, он будет бороться сам за себя. И я хочу так сказать, вот знаете, он не сломлен, да? Вот что самое важное. Сломать такого человека просто невозможно. Особенно, когда гиены вокруг водят хоровод. Это очень смешно наблюдать на самом деле, очень интересно. Это бывает в жизни каждого, да, врагов у многих предостаточно, особенно это касается политических фигур, и когда вот такое происходит, решили такого человека обвалять в грязи и оклеветать, и судит кто, что самое интересное, судят
вообще никто. Абсолютно никто. Поэтому я тут могу сказать, что человек действительно... Вот я эту ситуацию вижу действительно так, что он найдет выход. Есть, да, сильный враг у него, есть мстительный человек, человек, который его, ну, просто не переносит, потому как он действительно интересная личность и, возможно, даже в политической, вот в этой, на этой политической кухне, да, которая вообще сейчас существует, очень мало таких политиков, которые действительно думают головой, а не одним местом, и принимают решения во благо своей страны, своему народу. И этот человек, я вам так хочу сказать, он будет полезен в любой стране, абсолютно. Даже тот факт, что тут есть предательство со стороны своего народа, это не факт ему опускать руки и отчаиваться. Да и он и не тот человек. Вот, да, карта Мака говорит нам о том, что человек действительно сильный, который может, ну, просто извините, навоза слепить конфетку. И я думаю, это очень сильная черта любого политика, что, ну, вот на сегодняшний момент таких людей вообще нет. То есть, чтобы... Это все равно, что, знаете, вот взять какие-то африканские отдельные, да, там области, где нищета, где вообще беднота, и из этого региона сделать вот, ну, допустим, Дубай, да, вот просто пример такой. Вот то же самое. Поэтому я не вижу его каких-то, вот знаете, таких... То есть для него ничего вот нового не произошло. Да, предали, но он как-то вот с этим смирился, да, то есть это не было для него таким неким ударом. Потому что каждый свой народ хорошо знает, дорогие мои. Каждый знает, на что твой народ способен. Это касается вот в особенности, да, вот просто далеко не будем ходить, пример Украины, да. Народ действительно сильный, воинственный, сильный духом, который один за всех и все за одного. И это уже знают все, и это было до, и мало кто мог там навязать вообще свое мнение и свою какую-то культуру даже. Поэтому каждый свой народ знает. Человек, когда шел на это, он знал, что такой вариант, такой исход событий вполне реален. Это и произошло. И я не вижу какого-то, вот знаете, отчаяния, какого-то удара в том, что ну вот да, вот так произошло. То есть произошло, и я один остался с этой ситуацией, я буду с ней справляться. Давайте посмотрим, освободят ли Михаила Саакашвили. Освободят ли его? Вот тут будут прямо зубами хвататься за последний шанс, можно сказать, как стервятники до последнего будут свою добычу трепать, терзать, уничтожать, для того, чтобы не позволить, ну вот, всякого рода препятствия, да, применять для того, чтобы этот человек не был на свободе. Освободят ли Михаила Саакашвили? Давайте посмотрим. Здесь будет очень сильная борьба, очень такая, возможно, даже будет некого рода какая-то склока, вот так, да, простым языком. Ну, тут есть человек, который действительно может повлиять на эту ситуацию. Здесь он есть. Вообще исход этих событий я вижу так, что он действительно получит чью-то поддержку, он освободится. Возможно, это будет под каким-то условием, это тоже возможно. Но, тем не менее, я не вижу летального исхода тут, как многие ожидают, и какой-то прямо драматической истории. Она действительно драматическая, она действительно ужасная. И вообще в наше время вот такие события, которые вообще со всех сторон происходят сейчас, это уникальное что-то, я вам так хочу сказать. Это что-то уникальное. Это можно сказать, что мы опустились в прошлые века, в древность и в какую-то дикость.
Вот такой расклад, дорогие мои. Что вы думаете по этому поводу? Делитесь своим мнением. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.